Друзья, всем привет! Сегодня будет необычный выпуск, он будет об общежитии, но и не об обычном общежитии, это будет выпуск о студенческом общежитии, в котором я жила, когда уехала учиться в Испанию. То есть в этом общежитии я жила в Испании, непосредственно в самой Барселоне. Общежитие называется Live Student. Барселона. Это сеть общежитий, это такая цепочка, она есть во многих европейских странах и в том числе в Испании в нескольких городах. И в Барселоне они как раз открыли свое общежитие в тот год, в который я поехала учиться. То есть буквально были все номера свежие, чистые, все было в безупречном состоянии, идеальная сантехника, очень удобная мебель. Все было сделано по таким хорошим, качественным европейским стандартам. Ну что, ребят, я-то свою комнату уже видела и даже занесла туда вещи. Хочу вам показать, как это выглядит. Комната 414. Бюро 414. Входим. Та-дам! Смотрите. Здесь я уже немножко чемоданчиков завезла. Здесь есть вот такие вот крючки при входе для верхней одежды. Столик для еды и распития напитков, кухонька с микроволновкой, печка индукционная. Тут, в принципе, все есть. Шкаф, полочки, письменный стол с компьютерным стулом, полочки, кровать. Ну, здесь уже так утрамбовал несколько сумок, разбирать сейчас пока нет времени. Устала, очень была такая интенсивная, насыщенная поездка. Ну, просто, чтобы вы понимали, имели представление о комнате. Во-первых, все процессы проходят удаленно. Во-вторых, все очень четко, чисто, прозрачно. Вы общаетесь по электронной почте с менеджером, которого вам выделят на ваш запрос, что вы хотите снять студию. Категории номеров разные. Можно сначала зайти на сайт, что я и сделала, посмотреть, какие есть категории номеров, стоимость, какие есть акции. Так как общежитие это было совершенно новое, были промо-офферы. Но я думаю, промосьоны, да, вот эти акции. Я на самом деле думаю, что они и так были бы в какой-то определенный промежуток времени. Скорее всего, все общежития в какой-то период делают свои какие-то спецпредложения. И я на такое спецпредложение попала, и в итоге стоимость была чуть пониже, если бы я заселялась туда без этого спецпредложения. Итак, почему это очень удобно? Потому что помимо того, что все общение удаленное, на связи с вами определенный менеджер, вы заключаете договор также в электронном виде. И этот договор имеет юридическую силу. Я его подписывала также в электронном виде, то есть мне присылали специальный файл на согласование, когда мы внесли уже все мои паспортные данные, срок проживания, даты, очень много пунктов про то, как нужно себя вести, как нельзя себя вести. Но вообще, можно так сказать, договор, как мне показалось, на 80% это моя ответственность была прописана, и всего лишь там на 20% мои права. То есть ответственность была по всем пунктам. Для меня это было не критично, потому что ничего такого безответственного я делать там не собиралась. Я ехала на учебу, мне нужно было где-то жить. В принципе, я очень аккуратный, воспитанный, нормальный, культурный человек. И подписать такой талмуд, там листов, наверное, было 40, если не больше, потому что было много приложений, как будто бы там, я не знаю, конституция, декларация, что вы не можете делать это, не можете делать то, вот такой график, вы не можете подселять к себе никого. Ну, очевидные нормы, но очень-очень было все детально прописано, были детально прописаны штрафы за нарушение того или иного пункта. Мы, кстати, к этому немножечко вернемся, потому что такое впечатление, что это все равно немножечко фикция, потому что я видела, и администрация видела нарушения, но я не думаю, что кого-то из ребят штрафовали или выселяли, потому что на следующий день я видела этих же ребят или эти же компашки. Возможно, я ошибаюсь, я не знаю все подноготные, я практически ни с кем в общежитии студентов не общалась, и это был не мой выбор, это был выбор как бы аудитории, и сыграла роль то, что я, конечно же, намного старше ребята все 20-летние, мне уже почти 40,
И я не стыжусь своего возраста, просто говорю про то, что есть гэп в возрасте, есть очень большой гэп по поведению, то есть орать в 2, в 3, в 4 часа ночи, зная, что за стенкой лежит, спит, я не знаю, сидит, учится студент, ну, как бы вели себя безобразно. Большинство людей вели себя просто отвратительно безобразно. Я была очень счастлива, что у меня студия, а не комната как бы в большой квартире. Там просто разные виды, разные категории номеров в этом общежитии. И что я хотя бы обезопасена с той точки зрения, что у меня есть своя мини-кухня, у меня есть свой туалет, своя ванная. То есть все, что мне необходимо, у меня было в номере, поэтому я приходила, закрывалась, я там работала в том плане, что училась, потому что учеба, она была реально как работа. Приходилось очень много сидеть, корпеть над домашними заданиями, над групповыми работами, с такими как бы групповыми квартирами. Она более сложная, потому что там вы готовите вместе, у вас есть график, как бы дежурство, кто убирается сегодня, кто убирается завтра. И я не представляю, как бы я, допустим, убиралась за такой массой людей, потому что там стояли, извините, наверное, нельзя, да, говорить такие слова на YouTube, но очень хочется выразиться, ладно. В общем, там был не только беспредел в плане там громкой музыки, ора, хохота, но когда я проходила мимо и я видела уборщица, когда убирается, она оставляет открытую дверь. Я так поняла, что это делается по некой процедуре. То есть уборщица не может зайти, закрыться в твоей комнате или вот в этой квартире и там наводить порядок. Вот. И проходя мимо, я просто как-то заглянула, ну так, полюбопытствовать. И там, конечно, просто швах. Почему я говорю про уборщицу? Может быть, непонятно, так как я упомянула, что ребята там должны расписывать все равно дежурство каждый день по уборке. Один раз в неделю у нас есть централизованная уборка. Неважно, вы живете в студии, в апартаментах, то есть в зависимости от того, на каком этаже ты проживаешь, в такой день по графику у тебя уборка. У меня уборка была по средам в районе 11-12 часов. И в среду у меня не было занятий, поэтому я примерно понимала, что сейчас придет моя леди, клининг-леди. И, собственно говоря, чтобы ей не мешать, я просто собирала свои вещи и шла к ближайшему торговому центру. Итак, где же находится данное общежитие? Оно находится, расположено очень удобно, очень удачно, я считаю. Рядом две станции, какая удобнее, на такую вы выходите. Мне нравились обе станции. Одна была ближе к торговому центру, другая была просто немножечко в стороне, в другом районе. Но я там тоже любила после учебы выходить. Мне было удобно, потому что там есть все, что мне нужно, необходимо по дороге до общежития. В принципе, станции, как я считаю, удачные. По поводу линии ветки метро, это желтая линия метро. И хочу отметить, что в Барселоне очень много разных общежитий, реально очень много. Погуглите, посмотрите, и в той местности, в которой открылся вот этот вот объект, новый, свежий, студенческий, там очень много общежитий рядом. Я их не сравнивала между собой. Я не знаю, лучше ли там, хуже ли там. Причем там дальше идет стройка, то есть продолжают строить общежития для студентов. Ну, это даже общежитием сложно назвать, да, но говорю, как принято это называть у нас. На самом деле это, конечно, совершенно такое, можно сказать, сообщество, потому что менеджмент, команда ребят, которые сидят на ресепшене, администраторы, сделают все для того, чтобы ваше пребывание там было комфортным. Единственный у меня, конечно, вопрос вот к поведению самих проживающих. И, конечно же, это просто, мне кажется, заслуживает отдельного разговора, но я такой разговор организовывать не буду. Ну, даже доходило до такого, что не знали, как бороться с шумом и пьянками, хотя распитие алкоголя на территории запрещено, закрывали всякие там беседки, закрывали еще какие-то территории после 11 часов, пытались как-то повлиять. У нас была группа в WhatsApp общая, куда добавляют в каждого проживающего администраторы, и я там читала, ну, всякие разные, да, там происшествия,
просили быть аккуратнее. И так как мебель была вся новая, мебель было очень жалко, потому что на улице ребята курили, они не убирали за собой бычки, и иногда даже какую-то мебель они этими бычками портили, прожигали. Ну, в общем, вот такая вот история про общую обстановку. Но я хочу сказать, что сама команда, конечно же, потрясающая. И я до сих пор помню их лица, их настроение, их позитив. Они очень добрые, очень хорошие. И они сделали пребывание мое в Барселоне легче. Ну вот немножечко у меня, конечно же, вопросик есть к security, к охране, или, может быть, не к ним. Я просто не знаю, кто вообще должен отвечать за то, чтобы ребята так себя не вели. Ну, то есть там же нет какой-то должности воспитателя или, там, не знаю, аниматора, организатора. Наверное, надеялись на самодисциплину или какую-то порядочность, но скажу так, что это отсутствовало. Ну что ж, ребят, продолжим наше общение. К сожалению, микрофон не выдержал моего негатива в сторону поведения отдельных людей, и батарейка очень быстро села. Что бы я хотела еще сказать про security, что все-таки один раз я не выдержала, я честно скажу, не люблю жаловаться, но мне пришлось. До 4 часов ночи компания за нашими карточными стенками не успокаивалась. Стены действительно в общежитии были карточные, поэтому я говорю наши карточные. И я спустилась вниз. Внизу уже все администраторы покинули, ну, заведения, хотела сказать, свои рабочие места. Ребята работают до 10 вечера, и остается security, охрана. Я подошла и сказала, что я больше так не могу, я приехала учиться, мне нужно заниматься, я могу потерпеть там до 12, до часа, до 2, но до 4 утра как бы компания не может угомониться. Я прошу мне как бы помочь, не знаю, как бы там постучаться к нему, узнать, что это вообще такое. В итоге он поднялся, но ему не открыли дверь. Вот. Что дальше произошло с этими ребятами, я не знаю, потому что буквально там на следующий день или через день из комнаты выселилась та девушка, которая там жила и собирала вот эту компанию. И потом через какое-то время заселился молодой человек, и было тихо, спокойно и хорошо. Еще у меня очень были такие некоторого рода недовольства по поводу кондиционирования. То есть я обращалась в 2 случаях за помощью. Первый раз, единственный, это в связи с шумом до 4 утра. И последующие разы это проблема, которая была связана с отоплением или наоборот с холодной вентиляцией. Дело в том, что несмотря на то, что аппаратики у вас установлены в номере, с помощью которых вы можете управлять воздушными потоками, тем не менее они все-таки контролируется централизованно. То есть какую бы жару я не хотела выставить, я так понимаю, что все-таки есть некоторого рода центральный пульт, который либо тебе даст это сделать, либо не даст. И ты с этим ничего не поделаешь, нужно только обращаться, писать, что очень холодно, что я замерзла, либо писать, что мне очень жарко. И еще не во всех номерах, ну конкретно говорю про свой, но знаю, что такая проблема была, не срабатывал датчик на закрытие двери, потому что если датчик не срабатывает, то система считает, что дверь открыта и кондиционер не работает, он отключается. И нужно несколько раз открывать, закрывать дверь, шваркать эту дверью, чтобы этот датчик сработал, чтобы у тебя наконец-то пошло тепло или наоборот повеяло холодом. Это было неудобно. Ну и так как в
принципе, вот это здание, оно новое, и не все коммуникации, наверное, были там отлажены. Я надеюсь, что они поправят это к началу этого академического года. К заселению новой партии студентов была проблема с водой. То есть вы купаетесь, такая водичка тепленькая, потом раз, там, допустим, кипяток, или раз холодный, причем абсолютно внезапно. И ты такой, блин, ну, то есть вот так вот, как на шарнирах, постоянно моешься и не знаешь, в какой момент тебя обдаст кипятком или холодной водой. И эта проблема тоже была не моего номера, а ребята писали об этом в чат, что, что они уже жаловались, проблема не исправляется. И еще одна проблема, все-таки тоже я ее списываю на то, что здание новое, и было введено в эксплуатацию только тогда, вот когда заехали мы, первые постояльцы, постоянно срабатывала пожарная сигнализация. Постоянно. Я допускаю, что в номерах могли, учитывая поведение большинства, курить. Может быть и нет, я не знаю. Но она срабатывала вообще первый месяц регулярно. И это был такой визг, писк просто невыносимый. Там ребята все вешались. То есть в нашем чате постоянно была ругань. Да сколько можно, да что это такое? Она могла сработать ночью, рано утром, днем, вообще в любой момент. И, ты действительно подпрыгивал так на кровати или на стуле, смотря в какой момент ты где находился, потому что срабатывала вот эта вот сигнализация, жутчайший писк, жутчайший визг. Ее там никак, наверное, там не отключить, не отсоединить, а даже если как-то и можно, то, скорее всего, попадешь на штраф, потому что как бы есть некоторые положения, которые ты подписывал, и скажу так, что очень много текста я не весь читала, но думаю, что все-таки ничего самому там отвинчивать, привинчивать, поправлять нельзя. Что из плюсов? Из плюсов это, безусловно, расположение. Меня оно абсолютно точно устраивало. Мне нравилось, что рядом 2 станции метро. Мне нравилось то, что ходит очень хороший автобус вдоль той части города, которая мне нужна. И я пользовалась, если мне нужно было быстрее, я не успевала в метро. Причем станция метро моей бизнес-школы, она была на той же желтой линии, то есть без пересадок, это очень удобно. И, соответственно, даже мимо этого района, где находится бизнес-школа, в которой я училась, ходит автобус, который отходил от моей остановки, от остановки у общежития. К плюсам я также отнесу инфраструктуру самого общежития. Очень много комфортных зон, где можно посидеть, поработать с ноутбуком, где можно провести встречу, где можно показать презентацию. Есть зона, где проводились мероприятия, есть кинотеатр, есть много таких лаунж-зон отдыха. Все просто превосходно сделано, с чувством стиля, красивый дизайн, красивый интерьер. И было очень жаль, что мало кто этим пользовался. Вот, как-то у всех были другие интересы, но вот большая кухня, одна общая, там есть, такая типа для каких-то совместных ужинов, она, кстати, пользовалась спросом. Я видела, как ребята готовят вместе еду, либо пиццу, либо еще какие-то блюда различные. Так что, вот эта зона, кстати, да, пользовалась. Остальное, не могу сказать, что там много людей, которые сильно интересовались такими активностями, как там поиграть вместе в какие-то там настолки или посмотреть вместе кино. Единственное, когда шел чемпионат мира по футболу, вот тогда, да, тогда народ собирался и смотрел, болел за какую-то сборную. Вот. Я не знаю, как они там вели себя, когда не их команда выигрывала, или когда один болел за одного, второй за другого. Мне такие приключения не нужны, поэтому я обходила эту комнату как бы стороной. Мероприятий ребята проводят много, организуют разные мероприятия, вообще разные ивенты. У них постоянно обновляется программа мероприятий и в соцсетях. В соцсети они классно, тоже круто, там сторисы записывают, выкладывают анонс, что будет, или выкладывают какие-то фотографии, видео с уже прошедших мероприятий. В общем, это такое общежитие, которое живет своей жизнью. Оно не самоуправляемое, а есть люди, которые выделяют там бюджет на то, чтобы проводить какие-то
какие-то интересные вещи, знакомить людей. Были йога-классы, были классы по танцу живота, ну, вообще разные классы, мастер-классы. Было бы желание. В принципе, все это свободно, я имею в виду free of charge, то есть бесплатно. И это было круто. И я надеюсь, что у них все будет хорошо, и общежитие будет жить своей нормальной такой студенческой жизнью. Еще бы вели себя поприличнее, было бы идеально. Ну и теперь напоследок самое интересное о том, сколько же стоило проживание в этом общежитии. Еще раз напомню, что я воспользовалась скидкой, была промо-акция у них на сайте в тот момент, когда я искала себе жилье, и я увидела их общежитие. Зашла на сайт, посмотрела, где как оно функционирует, почитала отзывы и, в общем, пошла с ними на сделку, так сказать. Значит, сейчас я посмотрю, чтобы не быть голословной, свои чеки. Так вот, в месяц аренда мне стоила 934 евро. 934 евро. Формат апартаментов моих, формат, ну, вот этого жилья, он назывался Estudio Individual. Estudio Individual, то есть, да, индивидуальная студия. И если я не ошибаюсь, без скидки такое проживание стоило 1100 евро в месяц, либо 1050 евро в месяц. То есть, ну, 100 евро точно в месяц я сэкономила благодаря этой оферте. И что нужно было для того, чтобы со мной заключили контракт? Ну, во-первых, естественно, мое волеизъявление, что здравствуйте, мне интересно, пожалуйста, познакомьте меня с теми вариантами, которые доступны. Мне рассказали про доступные варианты, я посмотрела их также на сайте, я ознакомилась с промоофертой, спросила, можно ли мне скидку, так как вот у вас акция на сайте, мне сказали да, и я заплатила за первый месяц, за октябрь, соответственно, 934 евро, вот эту сумму уже со скидкой, и заплатила 800 евро залог, депозит, что я считаю по нынешним меркам, и учитывая, что это Барселона, весьма щадящие условия. Как я оплачивала эти суммы, находясь в России, наверное, хороший, да, вопрос, потому что я же открывала студенческую визу в Москве, это было сложно. Обращались за услугами, за услугой помощников. Я переводила деньги в рублях по тому курсу, который мне скажет, конечно же, невыгодный для меня, плюс стоимость такой услуги. Ну и, собственно говоря, от моего имени переводились вот эти вот средства. Просто хотела поделиться с вами вот такой историей про то, как выглядит, как устроено общежитие, сколько оно стоит, понравилось, не понравилось, мины, плюсы. В целом, резюмируя это видео, хочу сказать, что я рекомендую останавливаться в общежитиях вот такого формата. И если вы заведете там друзей, то жизнь вообще, я думаю, будет весела, интересна и хороша. Так что такие дела, ребят. Спасибо большое за просмотр. Я очень рада, что вы сегодня были со мной. Желаю хорошего, отличного настроения и до новых встреч!